Друзья, приветствую вас. Утренний обзор. Сегодня очень интересный день, потому что сегодня решение ФРС по поводу процентной ставки и по поводу иной монетарной политики. Помимо этого, масса разнообразных событий, новостей. Давайте посмотрим, какие есть интересные новости, как они повлияют на события и какое предполагается движение по нефти, золоту, рублю, доллару и другим ключевым активам сегодня в течение дня. Итак, друзья, календарь событий на сегодня. Сегодня ожидается в 15:30 сальдо внешней торговли Соединенных Штатов и товарные запасы. Но здесь, скажем так, эти данные, они не столь важны, напрямую не столь влияют, но тем не менее, тоже сальдо внешней торговли США, оно указывает на то, как на самом деле происходит обмен США экономически с внешним миром и как они в ближайшее время будут корректировать свою позицию. Прерогатива всех развитых стран – это экспорт своего долга, чем успешно Соединенные Штаты и занимаются. Так, далее предварительно в 5 часов Евросоюз, ЕЦБ, Центробанк Евросоюза будет речь, я так понимаю, это предварительная подготовка к выступлению ФРС. Возможно, здесь возникнет пертурбация по евро. Далее запасы сырой нефти в 17:30. Здесь пока не до конца ясно, какое движение по нефти возникнет. Скорее всего, здесь будет коррекционный откат. Но сейчас мы более детально на графике посмотрим, как и что. И 21:00 заявление ФРС, решение процентной ставки и пресс-конференция. Помимо этого, сегодня Русал, операционные результаты, X5, ритейл, группа ОК и Нижнекамск нефтехим. Так, друзья, ну вот такая интересная статья. Нефть подскочила до максимума за неделю на заявлениях Байдена о вакцинах. Но о том, что они будут помогать вакцинами Индии, Бразилии и так далее. На самом деле, насколько я помню, эти заявления о вакцинах, они уже неделю или две происходят. То есть здесь, я думаю, все-таки основание в большей степени это ожидание по запасам нефти, это раз. И во-вторых, ожидание ФРС все дуется и пузырится в ожидании, когда будет заседание ФРС. Так, ну и вот касательно сегодняшнего заседания ФРС. Здесь, скорее всего, действительно Пауэлл не будет раскачивать лодку. Все заявления, как обычно, он достаточно интеллигентный человек и всегда адекватно себя поступает, они будут предельно выверены. Более вероятно, что он ничего такого экстраординарного не скажет, но тем не менее надо четко понимать, что на текущий момент рынки находятся на хаях и буквально там, не знаю, как бровью поведет, это может привести к тому, что действительно американский рынок и мировые рынки на фоне сегодняшнего выступления, даже предполагаемо достаточно мягкого Пауэлла, хотя бы немножко скорректируется. Чуть ближе к этому моменту мы посмотрим, какие происходят события и какие движения, к чему это может привести. Хотел обратить внимание на то, что сейчас, конечно, во главу вообще всех действий ФРС будет лежать, во-первых, рынок труда в Соединенных Штатах. Сейчас он достаточно хорошо восстанавливается, показывает позитивные результаты. Они будут мониторить, что произойдет в третьем-четвертом квартале, и на основании этого могут принять очень кардинальные решения в части монетарной политики, процентных ставок и так далее. Но пока все развивается своим чередом, они, скорее всего, ничего менять не будут. Еще раз расскажут про то, что они ориентированы на мониторинг рынка труда, чтобы он восстановился. Потому что, действительно, по сравнению с докризисными временами огромное количество первичных заявок по безработице генерится, ситуация до сих пор не стабилизировалась, и поэтому у них, конечно, задача это полное восстановление рынка труда США, и борьба с дефляцией, чтобы, не дай бог, не возникла дефляция, потому что для американской экономики это будет труба. Так, аналитик Deutsche Bank опубликовал достаточно интересное и пространное такое исследование, которое затрагивает величину корпоративных дефолтов. И здесь, вывод достаточно пессимистичный о том, что какие бы действия сейчас ни предпринимались, все равно будет снижаться
ну или по крайней мере не повышаться производительность труда. И на самом деле современное устройство мира, оно всецело завязано на монетарной политике и на создании долга и его расширении. Вот. Ну, с одной стороны это так, с другой стороны как бы автор этого исследования, с моей точки зрения, он подталкивает к тому, что невозможно нормальное развитие без какого-то глобального потрясения, коллапса, это раз. Ну и то, что текущее восстановление постковидное, оно, возможно, не совсем на самом деле такое эффективное, как многим кажется. Ранее на Bloomberg были опубликованы исследования полгода назад, год назад, о том, что в США, скорее всего, в августе-сентябре 2021 года может внезапно резко возникнуть пик дефолтов. Ну и, кстати, одним из оснований пика для дефолта будут, возможно, так называемые каникулы для арендаторов и ипотечников. То есть в Соединенных Штатах до конца этого года действует запрет, мораторий на выселение тех людей, кто лишился работы или не до конца восстановил свой доход относительно выселения из съемного и заложенного жилья. Но есть один момент, который связан с тем, что в Соединенных Штатах очень развито инвестирование, и многие вполне себе люди, которые занимаются, казалось бы, обычными делами, там менеджеры, клерки, водопроводчики, они имеют недвижимость, которые сдают в аренду и получают за счет этого дополнительный доход. И этот дополнительный доход они либо используют для потребления, либо они используют для гашения кредита. Они, например, сами взяли ипотеку и сами гасят за счет сдавания своей недвижимости. И таким образом они попадают, опять же, в этот же круг, когда, по сути, из-за того, что из-за кредитной нагрузки, из-за того, что Соединенные Штаты, правительство ввело мораторий, они не могут нормально расплачиваться по своим обязательствам. То есть, получается, казалось бы, такой круг достаточно странный и в чем-то порочный, потому что вроде правительство Соединенных Штатов сделало благо тем людям, которые лишились или частично утратили доход. Оно предложило такое решение до его восстановления, но тем не менее оказалось, что в цепочке задействованы не какие-то там банки, которые всучивают всем ипотеки и кредиты, а самые обычные люди, которые просто используют недвижимость в качестве инвестиционного инструмента. Так что это опять же к вопросу относительно возникновения проблем в августе-сентябре текущего года по поводу дефолтов. Ну и тем не менее рынок недвижимости США на текущий момент показывает очень мощный, очень хороший рост. Есть даже свои лидеры, то есть это города, места, где в наибольшей степени этот рост произошел и в ближайшее время произойдет. В частности, есть такой маленький небольшой городочек в Айдахо, называется Кор-де-Ален. Там значительный рост уже произошел цен на жилье, и в ближайшее время, предполагают, он будет одним из лидеров по росту цен на жилье. Помимо этого, в Соединенных Штатах есть так называемый южный пояс, то есть это штаты Флорида, Аризона, там Техас, по-моему, входит, и юг Калифорнии, которые очень востребованы сейчас, там недвижимость, и они тоже, предполагаются, дадут дополнительный, еще больший рост цен на недвижимость, чем в среднем по Соединенным Штатам. Так, друзья, вот еще такое интересное исследование, которое затрагивает Китай и, соответственно, затрагивает и мировую экономику. В Китае действительно сейчас очень непростая ситуация. Следуют массовые реляции и со стороны китайского руководства и видного инвестиционного сообщества того же Рэй Далио о том, что Китай, он по сути будет лидером, он обойдет Соединенные Штаты и не будет лучше страны и крупнее экономики, чем Китай. Но дело в том, что в Китае заложена изначально мина, которая была связана, но на самом деле это затрагивало многие азиатские страны, политика, одна семья, один ребенок. Это началось в Соединенных Штатах, прошу прощения, в 70-х годах 20 века. И, соответственно, как только это началось, возникли необратимые изменения в социальном устройстве, демографической политике. И как раз это в значительной мере начинает играть. На самом деле схожая ситуация во многих азиатских странах, но здесь надо четко понимать, что вот этот запрет, так называемый «одна семья, один ребенок»,
Ну, это всего лишь техническое проявление того факта, что Азия, она перенаселена, там очень высокая плотность населения. И, соответственно, вот этот процесс, этот запрет, он просто следствие той ситуации демографической, которая там возникла. Ну и сейчас, на текущий момент, вот это является одним из основных движущих факторов, почему будет возникать падение и снижение китайского кредитного импульса. Помимо того, что есть масса проблем в финансовой системе Китая, особенно то, что касается кредитования, демографический фактор, невозможность раскрутить механизм потребления внутри страны, этот маховик, приведет к тому, что кредитный импульс начнет затухать, и это приведет к ряду неблагоприятных последствий в экономике Китая, и, соответственно, Китай из-за этого, ну, скорее всего, он не обойдет Соединенные Штаты. Может быть, короткий момент будет, когда он займет доминирующую позицию, но потом все это дело начнет отваливаться. Так, ну и на текущий момент есть такое видение, которое указывает на то, что все-таки Китай никак Соединенные Штаты не обойдет. И причина тому демографическая. Они не смогут раскрутить внутреннее потребление, как это было, допустим, в Японии. И с другой стороны, как бы там возникнет такая же ситуация, как в Японии, так называемое потерянное десятилетие, дефляция. И, соответственно, то есть все, как правило, части мира, они в чем-то друг друга повторяют и подобны. Там в западных странах процессы протекают плюс-минус одинаковым образом. В азиатских тоже. То есть так называемый японский дефляционный сценарий для Китая, скорее всего, будет реализован. Ну и вот здесь на графике изображено изменение прироста ВВП и десятилетних облигаций доходности. Соответственно, вот эта картинка, она, по мнению автора, является, в общем-то, фракталом, повторяющим то, что было в Японии, так называемое потерянное десятилетие в 90-х годах. Таким образом, какой из этого следует вывод? Красиво на бумаге, да в жизни все не так. Вроде бы казалось, Китай растет 6-5% роста, но на самом деле есть объективные причины, которые не дадут стать ему мировым финансовым, да и вообще лидером. Так, друзья, ну вот есть такой очень интересный познавательный материал исследования специалиста по наследственной семейной травме Марка Уоллина, в котором он выявил устойчивую корреляцию между тем, что войны, репрессии, различные несвободы, они отбивают у людей, у последующих поколений желание идти в бизнес и как-то активно развиваться. Ну а если такое желание отбивается, это приводит к тому, что страна погружается в болото и она не развивается. Так, ну вот неоднократно обращал ваше внимание на эфириум. Сейчас эфириум активно используется для создания фондов, для различного создания инструментов привлечения финансирования, выпуска облигаций и так далее. Скорее всего, интерес к эфириуму будет усиливаться. Вот. Да, эфириум, с одной стороны, он себя в чем-то дискредитировал, потому что все вот эти всякие непонятные мошеннические проекты, связанные с выпуском токенов и различные сомнительные инвестиционные дела, они были как раз завязаны на эфириуме. Но теперь, на текущий момент, после того, как дым рассеялся, первый пробный шар прошел, за дело взялись серьезные организации, фонды, они, я думаю, теперь эфириум будут очень плотно использовать для своих каких-то целей, и это может привести к новому витку роста эфириума. Итак, друзья, давайте перейдем к рынку. Начнем с позиций на форте ММВБ. По РТС юридические лица ожидают коррекционного отката в первой половине дня и снижения РТС. По Сбербанку, наоборот, делают ставку на продолжение роста. Возможно, он и закрепится выше пробитого максимального значения. ВТБ здесь тоже ставка на рост, потому что ВТБ последние дни хандрил. Ну, на самом деле, это естественная ситуация, не может бесконечно расти. Сегодня как раз возможно тот день, когда у него второе дыхание наконец-то откроется. Там у него сейчас очень остро стоит задача закрепления выше 5,2 копейки. Если это происходит, то, я думаю, не за горами будет рост на 6,7 копеек. Вот. Но опять же, с текущих уровней он может и упасть. Такое тоже вполне возможно. 4,6
У него есть там волшебное значение, которое в случае пробития его может очень сильно обвалить. А Газпром, ну здесь нету такой явной четкой позиции, здесь все-таки консолидация, боковик. Сейчас посмотрим, к чему он может привести. ГМК, Норильский никель. Здесь схожая ситуация, ставка на боковик, пока до конца не определились, куда ему двигаться. Но с учетом роста цен на палладий, никель, медь и на байбек, который заявлен, я думаю, на 30-ку, его в принципе, как кто-то писал в комментариях, его могут загнать. Есть такой шанс. Если рынки будут удерживаться на хаях, его туда тоже погонят. Лукойл. Здесь, ну, скорее всего, будет боковичок в первой половине дня. Дальше посмотрим. Рубль-доллар. Здесь юрики делают ставку на укрепление рубля, однако обращаю ваше внимание, рубль пришел к некому консолидированному значению. Как ни крути, налоговый период завершается, и поэтому здесь может произойти распрямление пружины. Евро-рубль. Здесь, ну, такая слабенькая ставочка на укрепление рубля к евро. Евро-доллар. Здесь ставка на то, что евро будет снижаться к доллару. Нефть. Ставка на рост нефти, на отскок. Серебро. Здесь ставка на рост однозначно, потому что металлы любят, когда заседание ФРС, и тем более оно заведомо будет, скорее всего, очень мягким. Так, вот по золоту обратная ситуация. По золоту ставка на то, что золото будет проседать, но скорее всего по золоту мы сегодня увидим пилу. Так, друзья, ну вот на секундочку возвращаясь к текущему новостному фонду, здесь ситуация, мы с вами неоднократно наблюдали, Baltic Dry продолжает стремительный рост, разгоняет инфляцию, то есть это уже за гранью добра и зла и здравого смысла. И вот, собственно говоря, текущий мониторинг цен показывает, что из-за того, что выросли значительно контейнерные перевозки между Азией и Соединенными Штатами и Европой, наблюдается значительный рост стоимости всех фрактов. И в ближайшее время Baltic Dry может достаточно серьезно пойти наверх. То есть все предпосылки, связанные с нехваткой ресурса для перевозок, они созданы. То есть текущий отскок, он заложил, по сути дела, проблему, которая будет способствовать тому, что возникнет рост стоимости, рост издержек. И, соответственно, мы можем увидеть как раз к августу, к сентябрю драматическое развитие событий. Так, друзья, китайский фондовый рынок CSI 300 залег в боковик. Небольшой рост, но в целом все замерло в ожидании ФРС. Япония. Здесь небольшой рост, но опять же все замерло, все ждет, когда будет объявление по ФРС, и после этого начнется движняк. Вопрос только, куда Америка всех уведет. Ну, как бы с учетом текущей ситуации, нахождения на хаях, напрашивается решение с коррекционным откатом по американскому рынку и по другим рынкам. Но с учетом того, что будут предприниматься все действия для того, чтобы ситуацию сдержать, однозначного решения по этому вопросу на текущий момент нету. Так, друзья, эфириум, дневной таймфрейм, но здесь пока движение идет в рамках канала, на фоне того, что возник очень большой интерес к эфириуму, это было ожидаемо. Вот. Но здесь, конечно, необходим коррекционный откат, ну, движение хотя бы на 2450, вот куда-то сюда. Если такое движение в ближайшее время состоится и не будет дальнейшего пробоя 2300, это будет говорить о том, что отсюда разовьется дальнейший рост и движение в рамках вот этого растущего канала. Видимо, кто-то тоже нарисовал себе канал и гонит по этому каналу. Так, друзья, индекс доллара. Вот здесь наметился рост, но опять же есть определенная линия 91,2. Если эта линия сегодня не пробивается, то вот весь этот страшный разворот, который здесь произошел, он ломается и пойдет движение на 90. Так, американский индекс SFD на фьючерс S&P. Вчера очередной рекорд был побит. Сегодня идет консолидация в районе этого рекорда. Но наиболее вероятно, что до момента, когда будет приближение заявления о ставке ФРС, мы где-то вот в этом диапазоне 4170-4200 и будем находиться. Так, друзья, далее золото, дневной таймфрейм. Ну, сегодня по традиции к ФРС должны золото погнать наверх. Сейчас пока идет
Ну, была попытка его опрокинуть, но опять же 1766 не пробили. И сейчас началась попытка выкупа и коррекционного отскока. Так, ну переходя на часовик, все здесь отлично. По золоту мы развернулись. На сегодня, на день, цель движения первая находится 1777, потом 1782. Ну и отмена этого сценария, если возникает откат и пробой 1766. Вот здесь вот. Пока, на мой взгляд, вот этот сценарий менее вероятен. Более вероятно сейчас либо здесь набор позиций, либо движение наверх. Так, друзья, далее нефть бренд. Вчера вот это движение одну маленькую цель сделало. Но на текущий момент я полагаю, что вот этот рост в нефти, который пошел начиная с 22 апреля, он себя еще не исчерпал. Критерий его исчерпания – это коррекционный откат и пробитие 65,4. На данный момент немножко локально цель изменилась, но здесь четко надо понимать, что таких есть, конечно, незыблемые определенные значения, но помимо этого есть еще и промежуточные значения, которые периодически смещаются. Так, ну и переходя к часовику, по нефти у нас идет очень хорошее движение наверх. Цель его пробить и переписать 66,8, то, что было вчера. Опять же, критерий того, что это движение не произойдет, это коррекционный откат и пробитие 65,9. Вот здесь вот этого значения. Пока более вероятно движение наверх, либо нахождение вот в этом боковике 66,1, 66,6. Так, друзья, на секундочку, ну вот по меди здесь ситуация такая, что определенные цели по меди выполнены, осталось ей переписать вот этот максимум, его либо пробить и улететь в космос, либо от него отбиться и начать коррекционное движение на 8000. Пока не до конца ясно, произойдет ли такое движение, но с моей точки зрения здесь все основания для того, чтобы коррекционный откат произошел, они есть. С учетом того, что постоянно распухает так называемая денежная масса в разных ее проявлениях, я думаю, все-таки преждевременно делать ставку на откат, но такие основания уже появились. Так, друзья, далее никель. Здесь вот вполне как бы уверенная попытка разворота. Пришел он на 17 тысяч. Если на 17 тысяч он закрепляется и начинается торговля, то это значит все. Скорее всего, его сейчас погонят наверх после этого. И цель движения будет 23 100. Так, ну и палладий. Здесь надувание пузыря идет полным ходом. Вопрос только, когда здесь отсюда последует откат и движение на 2600. Ну и обращаю внимание, что такие движения в никеле, в палладии, это, в общем-то, очень сильное подспорье для норильского никеля. Там уже и байбеки, и все что угодно можно делать. Так, друзья, далее евро-доллар. Евро-доллар залег в боковик. Но, обращаю внимание, здесь вот этот диапазон, он сохраняет свою силу. Это 1,2058 и 1,2048. Вот если этот диапазон будет пробит, то, соответственно, мы увидим сразу движение на 1,2. Пока он не пробит, все вот эти колебания, страшные свечи на снижение, это все не более чем консолидация. Вот. Если этот диапазон сегодня не пробивается, у нас отсюда идет движение, цель его тестирования и пробой вот этого локального максимального значения 1,2117. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Юрики там сделали ставку на укрепление рубля, но как вы сами видите, последние сессии, они не приводят к укреплению рубля. Вот он дошел до какого-то определенного момента, и дальше с этого волшебного уровня, имя которому 75, 74, 75, вот этот диапазон, его просто здесь собирают. Его собирают, коллекционируют, и дальше вниз ему идти не дают. Хотя, учитывая мировой позитив, и то, что более или менее ослабились геополитические риски, ему самое время было бы просесть куда-то сюда. Так, но переходя на часовик, сейчас идет поступательное движение целевого тестирования и пробой 75.12. Самая жесть, скорее всего, будет во время заседания ФРС по факту объявления ставки. Там будет, я так предполагаю, хорошая пила, в том числе по рубль-доллар. Вот. Ну и сейчас движение 75.11, если он пробивается, то следующая цель 75.3. Критерий того, что это движение сейчас не пойдет, это откат вниз и пробой 74.8, 74.75. Если этот диапазон на сегодня пробивается, вот эту цель, скорее всего, уже автоматически пробьют и пойдут
вниз на укрепление рубля до 74,1 рубля за доллар. Мне видится, что без сильного движения вверх по нефти или без каких-то очень мощных заявлений о снятии геополитических рисков такое движение маловероятно. Опять же, сейчас идет разговор о том, что возникает значительный всплеск интереса к российским ОФЗ. То есть, что все будут их сметать, подбегут иностранные инвесторы, вопреки рискам, начнут его покупать. Но забывают один очень существенный момент. Очень существенный. В России значительно выросла инфляция. И действия ЦБ, они, ну, скажем так, они в пределах какой-то формальности будут работать, поскольку эта инфляция издержек, а при монополистической экономике инфляция издержек, она самая леденящая душу и неконтролируемая, то ну, действия ЦБ, они в какой-то степени на бумаге приведут к обузданию инфляции. Но на самом деле реальная инфляция, она не подвержена обузданию такими мерами. Для того, чтобы инфляцию издержек обуздать, надо снижать издержки, а для этого нужна конкурентная экономика. Если конкурентная экономика не развивается, то это вызывает чудовищный рост издержек, инфляции издержек. А инфляция издержек, она влияет в той или иной степени, помимо формальной инфляции, на целесообразность приобретения долговых бумаг этой страны. Но помимо всего прочего, это будет оказывать давление и на официальную, на формальную инфляцию, которую показывает. Вот. А как ни крути, инвестиции в государственные ценные бумаги, они зависят от того, какая инфляция в этой стране. Если инфляция высокая, интереса к таким долговым бумагам не будет. И поэтому из инфляционных процессов, я думаю, будет в значительной степени тормозиться приток средств в российские ОФЗ. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, залег он в боковик, и скорее всего движение на сегодня будет в диапазоне 148-150. Вот в случае пробоя вот этой верхней крышечки уходим на 152. Пока я таких оснований особо не вижу. Здесь, я думаю, наиболее вероятна консолидация 148-500-149 в этом диапазоне. И если 148-500 будет пробито, отсюда генерится импульс движения, цель которого 148 тысяч. И вот если уже будет пробитие здесь, то отсюда идет импульс движения, цель которого 145-145-500. Сейчас, я думаю, более вероятно нахождение здесь в боковике. Так, друзья, далее Сбербанк. Ну все, 300 вчера был затронут. И, соответственно, теперь речь идет о том, будет или не будет здесь закрепление. Если он здесь закрепляется, следующая цель движения уже в мае, она будет в районе 320-330. Если уходит под эту красную линию сегодня-завтра, то скорее всего коррекционный откат с целью движения на 288 для начала. Если смотреть часовик, то здесь сейчас идет движение, цель его повторно потестить 300 и закрепиться выше 300. Вот. Опять же, скорее всего, такая ситуация, такая тенденция, она получит развитие. Вопрос только в том, закрепится он на 300 или не закрепится. Больше как-то все-таки на ум приходит отсюда отбой движения хотя бы на 296, вот сюда вот. Но я думаю, с учетом заседания ФРС сегодня будет пила. Так, друзья, далее Газпром, дневной таймфрейм. Вчера кто-то спрашивал в комментариях, почему отлили рынок. Ну, отлили, потому что пора отлить, не может же он расти все время. По Газпрому там постоянно всякие пугающие ужас новости о том, что судно Северный поток-2 не достраивает и так далее. Ну, смотрите, здесь вот в этом движении ничего страшного нет. Все движение пока идет в диапазоне 230-235. Вот пробитие 229-228, тогда можно говорить о том, что действительно по Газпрому что-то страшное происходит, а пока это не более чем консолидация. Исходя из вчерашнего движения, здесь, судя по всему, весь вот этот обвал выкупили. И на текущий момент, если не будет движения вниз с пробоем 230,5, вот это все хозяйство, которое здесь образовалось, оно сегодня придет к движению на 235. Так, друзья, далее Норильский никель, дневной таймфрейм. Но здесь осталось совсем чуть-чуть. Первая цель 27,150. И далее, как только здесь закрепляется, движение на 28,250. Его тестирование и пробой.
Как я уже говорил, кто-то спрашивал по поводу цели 30 тысяч, она вполне реалистична. С такими ценами на палладий и никель он должен быть уже значительно выше 30. Но есть здесь один нюанс, который заключается в том, что в районе 26 600, 26 550 вот здесь был значительный выход объема. И, соответственно, если это значение сегодня в результате отката пробивается, то, скорее всего, движение вниз разовьется на 25 850, вот куда-то сюда, в этот диапазон. И таким образом весь этот волшебный рост, он будет либо отсрочен, либо сломлен. Пока это значение не пробито, движение наверх весьма вероятно будет продолжаться. Но сейчас ему логично вот здесь потусить, и потом по ситуации возможно пойти и выше. Друзья, ну в общем-то все, основные инструменты уже затянул. Спасибо за внимание, успешных торгов, всего наилучшего.